Для XVI века набеги татарские на Речь Посполитую или на Москву, казачьи на Молдову, Валахию или турецкий Буджак – вещь совершенно естественная. То есть тот факт, что какая-то из молодецких шаек налетела на приграничье, пограбила, пожгла и увела в полон, не было поводом ни для войны, ни для конфликтов. Дело житейское. Абсолютно нормально, естественно. Поэтому то, что татары совершали налеты на польские Украины, польские и московские Украины, и то, что казаки Запорожской сечи делали налеты на Буджак, на Силистрию, и дальше на турецкое побережье, за Варной, южнее, было естественно. Это был способ существования этих ватаг. Нормальный, естественный, понятный. Никому это не приходило в голову вменять в вину Речи Посполитой, скажем, те же набеги на Ливайка, на Буджак или на Молдову. Нет. Это было обычное дело. Обычное для приграничья. Сумел ворваться в крепость чужую, пограбить, сжечь и увести полон? Молодец. Не сумел? Значит, защитники крепости молодцы. Все просто. Итак, Наливайко собирает отряд в 500 всадников и направляется на юг. Первым его действием становится набег на формально союзную Турции Молдавию. Бендера он не берет, но он достаточно неплохо казакует в окрестностях, снимает неплохой бакшиш, берет полон и благополучно возвращается на территорию Речи Посполитой. Кто-то может сказать, что именно ради этого и Наливайко собрал свой отряд. Но дело в том, что полон и бакшиш, собранные с молдавских деревень, по большому счету невелики. И располагать этими средствами не то, ради чего стоит рисковать жизнью. Это проверка на прочность, это проверка на выносливость и боеготовность. Не все это выдерживают. После возвращения отряда многие уходят. Наливайко отбирает новых, снова совершает набег на этот раз на Килию и Буджак. Довольно успешно. Килию он опять же не берет, но разоряет посады, склады, цехгаузы, сжигает пороховые запасы и с огромным полоном возвращается назад. В этот момент последние оставшиеся на турецком берегу Днестра отряды Наливайко атакует молдавская армия, молдавское войско. Повторюсь, тогда господарь Молдавии Аарон держал руку турецкого султана, был его союзником, и нападение на Турцию было нападение на союзника и должно было быть наказано. Наливайко узнает об этом уже позже, уже находясь в Братславе, но никаких особых действий не предпринимает, а двигается на Сечь. В это время в Сечь прибывает посланник австрийского императора Эрих Ласота. Он хочет завербовать в иррегулярную конницу австрийской армии 5-6, если получится 10 сотен запорожских казаков. Дело в том, что война в то время шла между Австрией и Турцией, война на территории Венгрии, война в основном была регулярная, то есть сражалась пехота, вооруженная мушкетами, но конница все равно была нужна. Турки для этого использовали татарскую конницу, австрийцы старались нанять либо семиградских бандитов в качестве своей конницы, либо казаков. Наливайко дарит запорожским казакам 1500 лошадей, угнанных в Буджаке, и принимает условия Эриха Ласоты. То есть он нанимается на цесарскую службу с условием, что с этого момента его отряд, он обязуется собрать 2000 сабель,
является воинской частью армии Цесаря, получает соответствующие бунчуки и знамена, жалования 5000 золотых флоринов и юридический статус комбатантов. В принципе, по большому-то счету, казакам на это было наплевать, а вот наливайке далеко нет. И я потом объясню, почему. Его отряд, собравшись и призимовав на территории Речи Посполитой, отправляется в Венгрию. Он ведет довольно многочисленные кавалерийские стычки с татарами на берегу реки Иппель и Дунай, в районах нынешнего Грона и Эстергома. А затем вместе с армией генерала фон Мансфельда участвует в штурме крепости Эстергом на том берегу Дуная. Крепость была взята, в ней взятие этого цитадели принимал участие и конный отряд Наливайки, понеся при этом немаленькие потери, за что он был хвалим, облобызан императором и эрцгерцогом австрийским Максимилианом, назван братом, и получил от эрцгерцога письменное обязательство при необходимости прийти на помощь, ежели Наливайка его позовет. После штурма Эстергома казацкие войска утратили боеспособность, очень велики были потери в людском и конском составе. Из 2000 сабель, вышедших в поход, в строю осталось меньше 1000, больше 500 раненых, почти 300 убитых. В общем, казачье войско решило уходить. Тем более, что был получен письменный приказ от князя Острожского на возвращение. Осенью 1595 года Наливайка возвращается в Речь Посполитую. Возвращается победителем, возвращается нагруженным полоном и бакшишем и возвращается для других целей. Он располагает 5 сотнями закаленных, проверенных боями и походами надежных своих бойцов. Кроме них он набирает еще 1500 новобранцев. И к весне 1596 года у него 2000 сабель хорошего, надежного конного войска. С ним он собирается в поход и уходит на Литву. Смысл этого движения до сих пор не очень понятен. В советской историографии было принято писать, что Наливайка пошел на Литву освобождать белорусское крестьянство от гнета польских помещиков. Это хрень совершеннейшая, это даже всерьез не рассматривается. Я полагаю, что, во-первых, Наливайка пришел на Литву для того, чтобы пополнить казну, но и эта задача была не основная. Цель его похода была заручиться поддержкой литовских владетелей созданию княжества русского, о котором я говорил в предыдущей серии. Именно это княжество русское и было целью Рокоша Наливайки. Он занимает Могилев, он сначала грабит, обкладывает стациями Слуцк, затем Олехновичи, Бобруйск, берет штурм Могилев, обкладывает стации Могилев, получает неплохие деньги с могилевской знати и мещан, с могилевского еврейства, а затем происходит странное. Несколько дней казачье воинство стоит в Могилеве, 12 дней, 14. А затем к городу подходит небольшой отряд литовского коронного войска, княжеского войска. Барклобовская летопись пишет о 14 тысячах конных. На самом деле Барклобовская летопись немножко лукавит. Пришло около 1500 воинства Радзивилла Перуна и около 4000 татар. Произошел бой на Буйническом поле. Целый день казаки и Литва перестреливались. И, в общем, без особых потерь к вечеру казаки снялись и ушли на юг. Двинулись на Быхов. То есть бой закончился ничем.
Я полагаю, что это была постановка, чтобы объяснить, почему Наливайко уходит с Литвы. Наливайко уходит с Литвы, потому что он не договорился. Он, прежде всего, не договорился с канцлером Львом Сапегой. Это самый основной и самый ключевой момент его появления на Литве. И он не сложился. После этого, как я уже говорил в прошлой лекции, в Речице Наливайко пишет реческие универсалы. Он просит, но просит так, что это выглядит как требование, у короля Жгемонта III Вазы предоставить казакам территории междуречий Днестра и Южного Буга, южнее Братслава, на которых от веку никто не жил, для учреждения русского казачьего православного государства, в котором не будет унии, в котором не будет магдатских латифундий, фольварков, в котором землевладельцы и земледельцы будут одними и теми же людьми, где пшеница будет служить основой экономики государства, а не частных домохозяйств магдатских, где не будет никаких иезуитов, никаких униатов, ничего того, что сейчас творилось на территории Речи Посполитой. Во втором универсале Наливайко просит, опять же, так что это выглядит требованием, чтобы король предоставил казакам, которые уходят на юг, необходимые запасы свинца, пороха, серебряные монеты, жупанов и так далее. То есть ресурсов для полноценной войны на юге. После этого король приказывает коронному войску, стоявшему у Цицоры, немедленно сниматься и двигаться на Литовскую Русь, навести порядок. В это время Наливайко занимается глупостями. Став на зимовку, он распускает свое войско, оставив при себе всего 5 сотен ближних казаков. С этими 5 сотнями он разоряет поместья участников будущей унии, Терлецкого и Пацея, накладывает стации, то есть оброк на шляхту, которая поддерживает этих людей, и всячески отвлекается от своего главного дела. Это ему очень дорого станет, потому что буквально через несколько месяцев коронное войско, Речи Посполитой было небольшое, около 8 тысяч штыков, но это была обученная пехота, против которой у легкоконных казаков не было ни единого шанса. Но об этом мы поговорим в отдельной лекции, а пока примем за то, что помимо коронного войска король объявил посполитое рушение на Литовской Руси. И в войско Жалкевского вступило еще около 4000 конной вооруженной шляхты. То есть в целом королевское войско и посполитое рушение превосходило казаков как минимум втрое. Казаки дали битву коронному войску при Триполье, были разгромлены, переправились в беспорядке на другой берег Днепра и отаборились в Переславе. Долго там не стояли, часть казаков решила уходить на юг, часть предложила разойтись по домам, а часть решила уходить к московской границе. Наливайко считал необходимым сохранить войско и уйти на московскую сторону. С ним ушло около 2500 конных казаков и более 4000 членов их семей. Именно члены семей и стали тем якорем, который весь повис на ногах у отступающего казачьего войска. Казаки делали переходы в максимум в 40 километров в день. Коронное войско шло гораздо быстрее. Оно охватило отступающую казачью массу с двух сторон. И уже у города Лубны, в урочище Солоница, окружило их полностью. Прижав к реке Сула, в болотистой местности, в которой не было чистой воды, не было леса, нигде было укрыться от палящего зноя, попить и отдохнуть.
Несколько дней шли осадные работы. Поляки и посполитое рушение Литовской Руси окапывало, строило ретраншементы, ставило пушки, гаковницы. Наконец, осажденным казакам было выдвинуто предложение, ультиматум. Они сдают все руководство восстания, а взамен получают свободу. Дело в том, что в это время казачье войско, оно состояло из двух частей. Это была армия, собственно, Наливайки и реестровые казаки-лободы. Если казаки Наливайка были целиком полностью за него, то реестровые казаки вместе со своими семьями требовали сдать старшину и спокойно развестись по домам. Наливайка думал всю ночь и утром принял решение самому сдаться Желкевскому. В плен пошли сам Наливайка, его полковники, войсковой писарь, войсковой Саул, Мунчужный, всего 9 человек. Они были немедленно закованы в железа и отправлены во Львов. После чего посполитое рушение и коронное войско атаковало лагерь впавших в измену казаков. Много реестров казаков было порублено, все было пограблено. Большинство было заковано в кандалы. Восстание было разгромлено. Далее ситуация была такова, что кроме того, что восстание было разгромлено, остались не завершенными главные моменты. То есть королю было очень важно узнать, кто являлся инициатором этого рокоша. Поэтому, если простые полковники и прочие должностные лица восставшего войска были казнены по приезде в Варшаву на третий день, повешены на главной площади, то Наливайку держали в плену, держали в заточении больше 6 месяцев. И все эти 6 месяцев его пытали, стараясь узнать, кто же был заводчиком всего этого. Наливайка этого не сказал и был казнен на рыночной площади Варшавы путем четвертования. Его тело было разрублено, а его части были развешаны на пиках по углам площади. Такой был тонкий и деликатный момент, когда Наливайка ввозили в Варшаву. Это достоверно известный факт, он зафиксирован во многих летописях. Когда повозка с Наливайкой ехала по Лазенкам, мимо Королевского дворца, на балкон вышла Анна Ягеллонка. Она была уже пожилая женщина. Наливайка приказал лазнице остановиться. Тот повиновался, повозка остановилась. Наливайка снял шляпу и глубоко поклонился Анне Ягеллонке. Анна Ягеллонка тоже поклонилась ему в ответ, расплакалась и ушла в свои покои. Затем Збышевский пишет, что она поставила ультиматум королю Жегемонту III Вазе в такой форме, что пока она жива, Наливайка будет жить. И он может быть казнен только после ее смерти. Король немало изумился этому ультиматуму, но согласился с ней, что да, хорошо, я исполню твое желание. Так и случилось. Наливайка был казнен после смерти Анны Ягеллонки. Этот вот тонкий момент, он подтверждает тот факт, что Наливайка это не простой казак, не мещанин, не крестьянин, а принц крови Гедиминович и Рюрикович. Анна Ягеллонка видела в нем своего нерожденного сына. Потому что за 30 лет до этого она пыталась ухаживать за Дмитрием Сангушко. У них едва не случился роман. К сожалению, ничего этого не получилось, путного или к счастью, но это было. И она видела в сыне Дмитрия Сангушко своего нерожденного сына. Да, Господь, это лирика. Это лирика. Факт остается фактом. Восстание Наливайка
это было первое восстание, которое сотрясло Речь Посполитую на будущей Украине. И смысл его был очень простой. То, что было хорошо в Польше, не годилось на Украине. То, что работало в Польше, не работало на Литовской Руси. То, что было принято нормально для поляков, было неестественным и ненормальным для русских. Короли и Жгемон III Ваза, и сменивший его Владислав, этого не хотели понимать. Они считали, что быдло не имеет права думать, что быдло обязано делать то, что они ему прикажут. Они ошибались, и жизнь об этом очень хорошо им докажет, но позже.